Всем большой привет! Вы снова смотрите мой ролик, а я продолжаю смотреть пчел. Тема сегодняшнего ролика вызвана спорами, которые возникают ежегодно среди пчеловодов. В данном случае это было на одном из телеграм-каналов. Извечный спор, как обсушивать рамки осенью. Было, конечно, много доводов в пользу того или иного метода. Есть разные методы, как вы знаете. От открытого выставления рамок рядом с пасекой до необсушивания вообще, либо обсушивания именно в ульях с пчелами. Сегодня я предлагаю свой способ. Он достаточно простой. Возможно, для кого-то покажется архаичным, но я обсушиваю именно в улье откачанные рамки. У меня этот способ работал. Ну, сейчас проэкспериментирую еще раз с небольшим, скажем так, отягощением. Задача со звездочкой. Я начал весеннюю закормку. Вернее, не закормку, а стимуляцию маточки на яйцекладку. Поэтому раз в 2 дня, раз в 2-3 дня я даю литр сиропа. И одномоментно при этом попытаюсь обсушить рамки. Что я буду делать? Как вы видели, я положил сироп. Дальше я подогну, старая пластиночка, подогну краешек клееночки и поставлю корпус 300-й, надо закрыть его, поставлю 300-й корпус наверх. В чем особенность? Здесь у меня стоят, вы знаете, я пчеловожу только на 145-ю рамку. Здесь у меня стоят 145-е рамки, причем их всего 6 штук. Я их расставлю с небольшим расстоянием друг от друга. Но вся особенность в том, что между рамками, то есть вы представляете, рамка, она где-то вот так. Между рамкой и основным гнездом пчелином получается разрыв. То есть можно поставить 2 магазинных корпуса, у меня просто ненужный был 300-й. Либо 2 корпуса. И сверху ставим рамки. Сейчас покажу, повыше подниму. И сверху у меня стоят рамки, которые на таком расстоянии значительном между собой. То есть у меня 6 рамок на 10-рамочный корпус. Все, сверху закрываю, чтобы пчелы не лазили. И все, сверху крышка. Причем я заметил, что чем слабее семья, это, напомню, отводок, тем лучше осушивают рамки. Я расставлю сейчас несколько ульев таким образом рамки. И через 2-3 дня посмотрим результат. Не прощаюсь, продолжайте смотреть ролик. Продолжаю свой рассказ. Прошло где-то 47-48 часов после того, как я поставил на сушку рамки. Сейчас вместе с вами посмотрю, что с ними произошло. Ну, пчела, соответственно, поднялась. Сейчас попробую поближе. Вот так, надеюсь, видно. Посмотреть рамки. Абсолютно осушенные. Ну, пчелы, конечно, еще есть. Но не в таком количестве, как было бы, если бы они несли сюда нектар. Просто было опасение. Я же им дал сироп в нижний корпус. Не будут ли они перетаскивать наверх. Ну вот, смотрите, абсолютно чистые рамки, без меда, без ничего. Вот здесь еще есть локально несколько участков с медом.
Ну, в принципе, все замечательно. Поэтому продолжу я дальше осушку рамок таким образом. Эти сейчас уберу, поставлю другие и за недельку пересушу все свои рамки. То есть способ достаточно простой, надежный. Самое главное, еще раз повторю, это оставить зазор между рамками и основным корпусом, ну и сделать небольшой проход для пчел. Если вы в это время стимулируете пчел сахарным сиропом в пакете, как это делал я, то это абсолютно никак не влияет на сушку рамок. Все происходит замечательно, как вы только что сами видели. На этом все. Пишите, комментируйте, ставьте лайки. Как договаривались, я смотрю пчел, а вы продолжаете смотреть ролики. Всем пока.